Приветствую уважаемых подписчиков и гостей канала. Известно, что свободного времени у заключенного в тюрьме более чем достаточно. И для того, чтобы в тюрьме отвлечься от повседневных будней и не сойти с ума, люди выдумывают различные способы времяпровождения. Чтение, разговоры, различные игры. Также заключенные часто занимаются изготовлением различных поделок для улучшения своего быта и психического состояния. Технологии изготовления поделок, предметов быта и разнообразных устройств и приспособлений среди заключенных весьма развиты. Такие умения передаются из поколения в поколение зэков из года в год, через страны, режимы, исторические эпохи. Из самых основных стоит перечислить плетение шнурков и веревок, строительство дорог между камерами по воздуху, канализациями сквозь стены, разного рода кипятильники и зажигалки, изделия из хлеба, например, зоновские четки и фигурки для шахмат. Остановимся на последнем. Хлеб является одним из основных строительных материалов для заключенного. Из него изготавливают огромное множество самых разных вещей, как для собственного пользования, так и на продажу. Это духовые ружья, игры, нарды, шахматы, шашки, игральные кости, четки, полочки, пепельницы, подставки и даже клей. Обычно используют белый пшеничный хлеб низкого качества, из муки второго или третьего сорта. Хотя на крайний случай может подойти и ржаной. Худшим является легкий и мягкий хлеб, изготовленный с помощью искусственных разрыхлителей. Для изготовления различных поделок из хлеба есть два основных способа. Быстрый, но менее качественный, и медленный, но надежный. При способе быстром хлебный мякиш разминается в руках как пластилин. Для того, чтобы затем при высыхании хлеб не трескался, в него добавляют сахар. Чем более качественный хлеб, тем больше сахара нужно. Сколько именно, определяется экспериментальным путем. В общем, чем больше, тем лучше. В любом случае, для разминания понадобится не меньше 1-2 часов, пока кристаллики сахара не растворятся и сам хлеб не превратится в однородную массу наподобие пластилина. Дальше из него изготавливаются любые фигурки, от игральных кубиков до пепельниц и статуэток. Затем оставляют сохнуть. Если сушить быстро, на отопительных радиаторах или солнце, то скорее всего при этом появятся трещины. При необходимости в массу добавляют краситель. Чаще всего это пепел от сожженной бумаги или активированный уголь для получения черного цвета. Для других цветов можно использовать пасту из стержней шариковых ручек. Если сахара нет, то мять хлебный мякиш придется значительно дольше, часов 5-6. При этом он постепенно увлажняется потом рук. Также можно добавлять немного слюны. Воду добавлять не надо. Чтобы получить наиболее качественные и твердые изделия, пользуются вторым способом. Хлебный мякиш заливается, желательно сразу с сахаром, небольшим количеством кипятка и оставляется на несколько часов. В идеале эта масса должна постоять в теплом месте пару дней, пока хлеб не начнет киснуть, о чем свидетельствует появляющийся характерный кислый запах. Таким способом изготавливают самые прочные изделия. Подготовленная таким образом масса далее перетирается. 2 человека натягивают кусок ткани, третий выкладывает полуфабрикат и ложкой протирает его сквозь ткань. Сухой остаток собирается и выбрасывается, а протертую жидкую массу собирают и выкладывают на целлофан сушить. Периодически переминают и переворачивают. При достижении ею консистенции пластилина собирают и лепят все, что нужно. Именно такой способ используют для изготовления знаменитых зэковских хлебных четок. Пока изготовленные бусины еще достаточно мягки, их прокалывают иголкой и нанизывают на канатик, периодически затем прогоняя по нему туда-сюда, пока они окончательно не высохнут. Такие четки, называемые еще болтухи или змейки, известные в народе как зоновские, воровские, блатные, тюремные, пацанские, пацанячьи. Своеобразный культовый предмет зэка любой тюрьмы на постсоветском пространстве, символизирующий его принадлежность к правильным пацанам и порядочным арестантам. Нужно отметить, что полученные таким способом изделия очень твердые и прочные, почти как камешки. Они не липнут к рукам, не портятся и могут служить очень долго. Из хлеба также изготавливается холодное оружие, что-то вроде кола, пики или даже обоюдоострого кинжала. Для большей крепости при замешивании добавляется цементная пыль, которая соскребается со стены или пола. Хотя кинжал, изготовленный по описанной выше технологии, и так будет достаточно прочным. Как хозяйственный нож его, конечно, не используешь, но как колющее оружие вполне. Чем удобно еще такое оружие, его можно после использования быстро и без остатка растворить в горячей воде или слить в канализацию. И это реальные истории. Такое оружие используется для внутрикамерных разборок. Однако оружие, изготовленное из хлеба, может быть не только холодным. Пожалуй, самым оригинальным применением хлеба в тюрьме было изготовление настоящих боевых гранат, примененных во время попытки побега из питерских крестов в 1992 году.
В июне 1991 года в Кресты был доставлен вор-рецидивист Юрий Николаевич Перепелкин, 1959 года рождения. Уроженец Ленинграда, ранее судимый за кражи и побег из колонии поселения. На сей раз он обвинялся в умышленном убийстве, что по законодательству тех лет, с учетом его судимости, грозило ему высшей мерой наказания – расстрелом. Его поместили в камеру номер 945, где он сразу начал планирование побега и подбор сообщников. Планировавшие совершить побег заключенные Крестов вооружились гранатами из хлебного мякиша. Гранаты изготовил Перепелкин. В каждую гранату он вставил по 40 граммов тротила. Тротил для гранат неизвестным образом достал один из его сообщников, Зиновьев, когда находился в Ломоносовском СИЗО. Уже находясь в Крестах и узнав, что тротил понадобится для создания гранат, которые пригодятся при побеге, Зиновьев согласился отдать тротил Перепелкину. И 23 февраля 1992 года Перепелкин вместе с 6 сокамерниками совершил попытку побега. Угрожая гранатами, уголовники пытались прорваться из СИЗО, договорившись с поднятым по тревоге спецподразделением. Однако те не согласились на требования заключенных и отрезали беглецам путь на волю. Сообщники, взяв в заложники 2 сотрудников СИЗО, скрылись в одном из внутренних помещений. Через несколько часов преступников обезвредили, убив при штурме 3 из них. Применить хлебные гранаты по назначению им так и не удалось. Из хлеба делают также превосходный клей – клейстер. Готовится он по аналогичному второму из записанных способов обработки, только оставляется жидким. Для его изготовления мякиш хлеба от 2-3 паек размалывают на мелкие кусочки, кладут в шлемку и заливают водой доверху. Дают настояться минут 15, затем протирают его через тряпку. Получившуюся массу доводят до жидкого состояния, разбавив немного водой. Качественный перетертый сквозь материю клейстер нужен для пропитки бумаги или ткани. Пропитав им несколько слоев бумаги, сложив ее и дав высохнуть, можно получить весьма прочную доску, которую можно использовать для игры в нарды или шахматы, или же как обычную полочку над своей нарой. Для придания крепости и гибкости такие слоеные пироги из бумаги сверху оборачивают пропитанной тем же клейстером тканью, по которой легко нанести нужный рисунок, например, шахматное поле. Еще одно применение клейстера – изготовление духовых ружей, которые нужны для настройки дорог, застреливания в другие камеры. Газета смазывается клейстером и сворачивается в длинную трубочку. Такой ствол может состоять из нескольких разборных секций и даже изогнутых под разным углом коленей, чтобы стрелять за угол. Далее изготавливается пуля – бумажный конус по диаметру ствола, на конец которого прикрепляется грузик из того же мятого хлеба. К ней прикрепляется легкий и тонкий канатик, изготовленный обычно из лайкровых волокон полусинтетических носков. Пуля из такого ружья, пущенная даже легкими щедушного зэка, способна пролететь 30, 50 и даже 70 метров и попасть в окна корпусов напротив. Но главное применение клейстера – это, конечно же, изготовление карт. Для заготовки берут 12 листов принтерной бумаги. Каждый лист разрезают поперек на 3 равные части. Находят кусок ровного стекла типа оконного, примерно 40 на 40 сантиметров. Берут листок уже порезанной бумаги, кладут на стекло и натирают клейстером. Сверху кладут на него еще один листок и снова натирают клейстером, потом еще один листок. Получается один тройной проклеенный лист. Далее все необходимо высушить, разложив на одеяле свободной шконки, после чего заготовки кладутся под пресс. Обычно это 2 ровные доски, прижатые тумбой или шконкой. Под прессом листы находятся 5-6 часов. После полной просушки получившиеся полосы нарезают стеклом на равные части. Лагерный стандарт карт 5 на 7 сантиметров. Далее мастер берется за стачивание углов и заточку всего стоса. Делается это сначала куском острого стекла, а затем доводится мелкой наждачной бумагой. Чтобы края не загибались и не лохматились при заточке, их промазывают пару раз желатином и дают просохнуть. Желатин, в свою очередь, добывают из пустых капсул от какого-либо антибиотика. Капсула кладется в ложку, разбавляется водой и разогревается на огне до полного растворения. После затачивания, когда все карты идеально подогнаны друг к другу, их необходимо подписать или нанести печатку, в зависимости от того, кто будет играть и во что. Многие, в особенности первоходы, в такой печатке постоянно путаются. Для такой категории игровых стос может подписываться по-вольному. Однако старые арестанты уважают именно тюремную печатку. Если печатка простая, трафаретная, то ее может выполнить тот же мастер, что изготавливал карты. Если же она с художественными элементами, то заниматься подписью стоса будет другой человек, художник. Дело это непростое и очень трудоемкое. Старые арестанты использовали краски на основе мыла и все того же клейстера,
А в качестве красителя использовали подручные материалы. Для черной масти – сажу от сожженных предметов, которые хорошо коптят. Их жгли над кружкой или шлемкой, с которых потом соскабливали получившийся нагар. Для красной масти использовалась кровь из пальца. В настоящее же время для нанесения рисунка используют любые инструменты для рисования. В идеале лучше всего для этого подходят гелевые цветные стержни. Однако не намного хуже и обычные шариковые. Это был канал «Все о тюрьме». Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Удачи вам!